Итак, прежде чем начать вязать, я покажу два способа, которыми можно держать крючок. Возможно, вы в интернете можете найти несколько других каких-то способов, удобных для вас, но в принципе я думаю, что, не знаю, наверное, их нет, потому что большинство мастеров вяжут именно этими двумя способами. То есть вы можете брать крючок вот так, как вы держите ручку, то есть вот эти щечки, широкая плоская часть крючка, вы опираете пальцы и вот таким способом вяжете, как держите ручку. При этом головка крючка, вот эта, которая цепляет нить, она смотрит на вас. А также крючок можно держать как нож, то есть вы берете как будто бы нож, и вот как вы режете вот такими движениями, и также вы вяжете. Крючок также смотрит на вас. Я пользуюсь вот таким способом, для меня он удобен. Сильной какой-то разницы, как вы будете держать крючок, в принципе нет. Самое главное — результат. Важно, чтобы было удобно в первую очередь вам. Теперь берем нить. Я всегда, и вообще на моем канале я вяжу салфетки, скатерти, соответственно, я пользуюсь хлопковой пряжей, 100% хлопок, либо обычный, либо мерсеризованный. А вы же пользуетесь той пряжей, которая нужна для вашего изделия. У меня всегда это 100% хлопок. Итак, чтобы начать вязать, нам нужно научиться делать просто самую первую петлю, как это делаю я. Беру нить, просто кладу вот так на палец, на указательный. Вот положил. Вот у меня здесь хвостик, а сама вся нить у меня ушла туда. Все. Теперь я беру крючок, он смотрит на меня. Вставляю под эту нить и по часовой стрелке вот так просто кручу. Крючок. И у меня, соответственно, здесь образовывается петля. Теперь я пальцем просто здесь придерживаю аккуратно, чтобы у меня это все не развалилось. И в эту получившуюся петлю я цепляю рабочую нить и в эту петлю протягиваю. У меня образуется вот такая петелька, и я ее вот так сильно затягиваю. Но аккуратно, чтобы не сильно разорвать нашу нить. Все, затянули. И она также легко распускается. Просто тянем в разные стороны за нить. И этот узелок у нас распускается. Еще раз показываю. Кладу нить вот так просто на пальцы. Хвостик здесь, а сама нить у меня ушла туда. Вставляю крючок под нить и вот так по часовой стрелке просто поворачиваю. У меня образуется вот она петелька. Сильно ее тоже не затягивайте, чтобы вы смогли с легкостью протянуть рабочую нить. Все, теперь берем эту рабочую нить и протягиваем в нашу первую петлю. Затягиваем. Этот узелочек ни за какую петлю не считается. Это просто, чтобы у нас появилась какая-то первая петелька для работы. У меня идет нить на указательном пальце, а там сзади я держу ее рукой. При этом у меня есть какое-то натяжение. Но я не вот так, у меня палец вот этот наверх идет, а у меня все, рука вместе. Просто я придерживаю вот этими пальцами. Я придерживаю. Соответственно, у меня идет какое-то натяжение. То есть она не просто там у меня болтается. Я ее придерживаю, чтобы было натяжение. Далее нам нужно научиться делать воздушную петлю. Цепляем крючком нашу нить и в нашу первую петельку продеваем нашу нить. У нас получается первая петля. Вот эта петелька называется воздушная петля. Вот он торчит, маленький кусочек нашего узелка, он ни за что не считается. Считаем только вот уже нормального размера петли. Это воздушная петля. Опять цепляем крючок, протягиваем. Воздушная петля вторая. Опять накид. Это называется накид, то есть мы накинули нить. И протягиваем. Опять накид. И протягиваем. Старайтесь, чтобы высота петли, которую вы вытягиваете, была равна толщине крючка. То есть у меня сейчас крючок здесь 2 мм, и примерно на эту высоту я вытягиваю петлю, чтобы вся наша вот эта цепочка из воздушных петель, она еще называется воздушная цепочка, чтобы у нас вот эти все петли, похожи на косичку, чтобы у нас это все визуально было примерно одинаковым. То есть не надо сильно вот так вытягивать. Вытягивайте сильно. Опять. То есть работа расхлябанная, работа неаккуратная, все по-разному. Если же вы будете наоборот очень сильно затягивать,
то вы просто следующую петлю не сможете протянуть. Вот я, например, вот сильно затянул, цепляю, но я не смогу, потому что у меня туда просто-напросто не влезет крючок. И вы просто контролируйте, не спешите. Лучше медленно. Со временем у вас придет скорость, вы сможете быстро вязать. И старайтесь примерно на одну и ту же высоту вытягивать. Вяжите медленно. Когда вы уже поймете принцип, как быстро цеплять нить, вытягивать, как этот крючок вообще в руке вертеть, вы уже сможете все аккуратно и быстро вязать. Итак, вот это называется цепочка из воздушных петель или просто воздушная цепочка. Вот этот элемент, который мы провязываем, воздушная петля. На схемах воздушная петля обозначается разными способами. Иногда кружочком, иногда овалом или просто точкой. В зависимости от того, как изображена воздушная петля на схеме, меняется и обозначение соединительной петли. Более подробно, что такое соединительная петля, я расскажу в отдельном видео. В описаниях воздушная петля обозначается сокращением в виде двух букв В и П, где В это воздушная и П это петля, то есть воздушная петля. Вот для примера я вам показываю 3 разные схемы, это просто для примера, как изображается воздушная петля. Вот на этой схеме воздушная петля изображена в виде кружочка. На этой схеме воздушная петля изображена в виде овала. И на этой схеме воздушная петля изображена в виде точки. Итак, вот мы научились вязать нашу воздушную цепочку. И вы также считаете, например, вы выбрали какую-то схему, чтобы вязать. Вам нужно знать, сколько воздушных петель вам нужно набирать. То есть вот здесь мы сейчас набрали. Я считаю вместе с вами. Вот он, малюсенький узелок, он не считается. Вот этот, он не считается. У нас уже пошли дальше. Вот раз косичка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Мы провязали 11 воздушных петель. Та петля, которая на данный момент у нас находится на крючке, она не считается. Считаются только то, что уже у нас готово в работе. То есть от крючка у нас вот раз, два, три и так далее. Пошли, мы уже посчитали 11 воздушных петель мы с вами провязали. И, допустим, в вашей схеме вы, например, решили выбрать вязать салфетку или скатерть. В основном такие схемы вяжутся по кругу. И всегда они лицевой стороной вяжутся, не изнанкой. И чтобы, например, нам начать салфетку, скатерть, которые вяжутся по кругу, нам нужно нужное количество петель. Например, у нас в схеме нам нужно провязать для начала 11 воздушных петель. Мы их провязали. И теперь, чтобы далее вязать по кругу, нам нужно эти петли соединить друг с другом в кольцо, в круг. То есть первую с последней. И мы вот так соединяем. Вот мы находим нашу первую петлю. Вот узелок мы не считаем. Вот она, наша первая петля. Мы просто в нее вот за петельку вставили. Цепляем теперь нашу нить. И вот так протягиваем сразу. Все таким образом мы соединили в кольцо. То есть я еще раз сейчас вам покажу. Это называется соединительная петля, но я более подробно расскажу в отдельном видео. Вот мы взяли наши воздушные петли, в первую петельку вставили крючок, и у нас на крючке сейчас 2 петли получается. Самая первая и та петля, в которую мы вставили крючок, 2 петли. И теперь мы, придерживая работу, цепляем нашу рабочую нить и сразу через эти 2 петли протягиваем рабочую нить. Таким образом мы соединили в кольцо. Все, и далее по схеме, когда мы уже научимся, мы будем вязать вот так по кругу нашу салфетку, скатерть или что мы выбрали по схеме. Если же ваша схема представлена в виде прямого полотна, например, вы хотите связать шарф или любое другое прямоугольное или квадратное изделие, которое вяжется поворотными рядами, то есть что значит поворотными? Мы поворачиваем туда-обратно, туда-обратно. То есть вот мы, например, провязали ряд и теперь обратно пошли. Развернули нашу работу. У нас уже будет нить здесь. Опять пошли сюда. Опять развернули.
опять пошли сюда. Это называется поворотные ряды, мы их поворачиваем. И, соответственно, в этом полотне, в прямом поворотными рядами, у нас есть изнаночная сторона и есть лицевая сторона. В круговом вязании у нас только лицевая сторона, с которой мы работаем. Соответственно, есть изнаночная, но мы с ней не работаем. Итак, если у нас такая схема, которая вяжется прямым полотном, просто поворотными рядами лицом и изнанкой, то нам необходимо сделать цепочку из воздушных петель нужной нам длины или того количества, которое указано на схеме. То есть, вот, например, схема, где у нас черная точка слева внизу обозначена, это начало нашей цепочки из воздушных петель. Нам нужно посчитать, сколько здесь всего воздушных петель, выполнить это количество и уже дальше вязать поворотными рядами. То есть первый ряд, поднялись 3 воздушные петли подъема, второй и так далее, но это уже дальше. Итак, в принципе, я думаю, что я все показал и рассказал. Надеюсь, вам будет все понятно. Это видео просто предназначено для того, чтобы вы научились делать воздушную петлю, самую первую петлю, цепочку из воздушных петель. Просто, чтобы вы понимали эти понятия, что это такое. Если у вас с первого раза плохо получается, вы начинаете нервничать, лучше отложите работу и продолжите тренироваться на следующий день. Потому что если вы будете перебарщивать, вам просто надоест это все дело, вы забросите и перестанете этим заниматься. Поэтому лучше отдохните и с чистыми мыслями продолжите тренироваться на следующий день. Поставьте этому видео лайк, если оно было интересным и полезным. Подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в Инстаграм. Там тоже очень красиво и интересно. А с вами был я, Эд. До скорого.